Гибридная технология активного шумоподавления до 49 дБ, технология SoundMaster EQ с функцией Bass Wave версии 2.0, титановая диафрагма на 12,4 мм, кристальный чистый звук во время вызовов, система из 6 микрофонов в общей сумме, Bluetooth-чип версии 5.4, мультипоинт до 2 устройств, функция Google Fast Pair, защита по стандарту IP55, время автономной работы до 44 часов вместе с боксом и, разумеется, как всегда, это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к беспроводным наушникам под названием OnePlus Nord Buds 3 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Но перед началом напоминаю, 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Перейдем же к наушникам. Начнем. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной для OnePlus серии Nord упаковке. Она выполнена в черно-голубом цвете, на ней есть изображение, краткая характеристика и название модели. Упаковка хорошая, пришла целая, как и само устройство. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, довольно короткий, и амбушюры разных размеров. Вес и габариты бокс с наушниками вы видите на экране. Бокс не из компактных, но не увесистый, а вот наушники весят слегка больше 4 грамм, и в ушах они ощущаются. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Далее, OnePlus Nord Buds 3 Pro можно приобрести в черной и мятной расцветке. Дизайн бокса интересный, выглядит он хорошо. Качество материалов, учитывая стоимость, отличное. Бокс выполнен из матового пластика, он не маленький, поэтому в кармане слегка мешается. Царапины на корпусе быстро не появляются, за что плюс. Далее, на корпусе расположили зеркальную надпись OnePlus с тиснением, LED-индикатор и последний — это хорошо оформленный разъем Type-C с кнопкой для сопряжения. Открыть одной рукой бокс можно и довольно просто. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, шарнир пластиковый, но люфт у крышки минимальный. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Внутри расположили два места с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют. Чтобы вытряхнуть их из бокса с закрытой крышкой, нужно приложить усилия. Извлекать наушники из бокса удобно, так как наушники не особо скользкие, крышка не мешается. Переходим к наушникам. Данная пара выполнена наполовину из матового пластика и наполовину из глянцевого. Собраны наушники хорошо. Дизайн с одной стороны простой, с другой стороны ножки у наушников имеют форму капли. У меня данное решение не особо вызывает восторг, но думаю, для кого-то они покажутся достаточно стильными. Что касается посадки. В ушах наушники сидят плотно, из ушей особо не выпирают и во время пробежки не выпадают. Пассивная шумоизоляция средняя, но уши слегка устают после 2 часов прослушивания музыки. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона и сенсорные области для управления. Из команд на борту у нас здесь стандартно плей-пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, вызов голосового ассистента, переключение между режимами шумоподавления, регулировка громкости и включение-выключение игрового режима. Управление здесь удобно, регулировка громкости происходит долгим зажатием сенсорной области, одиночный этап в стоке отключен, но на него можно повесить плей-паузу, после чего однозначно будут проскакивать ложные срабатывания, и они вас радовать вряд ли будут. Настроить управление можно, и команды сопровождаются системными звуками. Далее, наушники оснащены динамическими излучателями на 12,4 мм, диапазон частот от 20 Гц до 40 кГц, шумоподавление до 49 дБ, как и у OnePlus Buds 3. Для ANC есть 3 силы шумоподавления, а также умный режим с автоматической регулировкой силы шумоподавления в зависимости от окружающего шума. ANC довольно хорошо отрезает посторонний шум, все режимы настроены корректно, и белого шума с включенной этой функцией в наушниках я не наблюдал. Функция прозрачности работает только в одном режиме. Функция прозрачности позволяет не снимать наушники во время разговора с собеседником даже на улице. Удобно, что ANC и функция прозрачности могут работать даже с одним наушником. Также для ANC есть персонализированный режим с учетом структуры слухового канала и прилегания наушников. Данный режим тоже неплох, но, как по мне, он бесполезен. 3 уровней силы ANC и умного режима более чем достаточно. Далее, полноценный мультипоинт до 2 устройств с автоматическим переключением на борту. Датчики приближения отрабатывают шустро и корректно. Их можно включить или отключить в приложении. В приложении также можно воспользоваться функцией для проверки прилегания наушников, настроить команду для камеры, после чего можно будет делать фото и включать запись видео через наушники. Но данная функция не работает на всех Android-устройствах. OnePlus Nord Buds 3 Pro поддерживают пространственное звучание без отслеживания головы, которое подходит отлично
для фильмов, но не для прослушивания музыки. Функция Sound Master EQ с 3 предустановками эквалайзера, функции Bass Wave для динамического усиления низких частот, а также можно создать простенький шестиполосный кастомный эквалайзер. Всего можно создать только 3 эквалайзера. Далее, заряд наушников в шторке, конечно же, отображается, по одному работают и переподключение бесшовное. Автоматически они подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Наушники поддерживают Google Fast Pair, что облегчает первичное подключение. Летим дальше. Емкость аккумулятора бокса 440 мАч, емкость аккумулятора одного наушника 58 мАч. Бокс не поддерживает беспроводной зарядки, полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 15 минут, а наушников около 55 минут. Плюс-минус как у всех. По моим тестам по кодеку AAC с громкостью в 65%, без активного шумоподавления они прожили 9 часов 45 минут, что прям отличный результат. С боксом в подобном сценарии использования их хватит на 37 часов в среднем. Далее, водонепроницаемость класса IP55 только у наушников. Тест на водонепроницаемость наушники пережили, но так дела обстоят у моего экземпляра. Вам же я не советую намеренно топить наушники. В целом, за 7 лет блогинга еще ничего не утонуло, к слову. Даже наушники за 800 рублей. Но то, что какие-то из них со временем стали портиться быстрее, однозначно. Летим дальше. Подключается данная пара как к iOS устройствам, так и к Android устройствам. На смартфонах OnePlus все настройки доступны во вкладке Bluetooth. Если же использовать смартфон другого бренда, то нужно скачать приложение Hey Melody. В приложении помимо уже перечисленного можно обновить прошивку. Мне, к слову, обновление уже прилетало. Также можно перейти во вкладку Dolby Atmos, если ваш смартфон поддерживает эту технологию, и воспользоваться поиском наушников с звуковыми сигналами. Летим дальше. Bluetooth версии 5.4 из кодеков на борту AAC и SBC. По стабильности связи все хорошо. Через одну стену, как и через 2 стены, наушники не отваливались, но очень редко проскакивали фризы на улице. Задержка по моим тестам с включенным игровым режимом при просмотре роликов на YouTube минимальна, как в целом и в играх, ну и напоминаю, это сам YouTube подстраивает, чтобы у вас не было задержки. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с чувствительностью в 38 дБ показали себя как большинство микрофонов у ТВС наушников в этой ценовой категории. Ни хорошо, ни плохо, при этом достаточно для разговоров. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников OnePlus Buds 3 Pro. Насколько хорошо они отрабатывают, вы слышите. И, разумеется, это нордовские уши. Есть еще наушники дороже десятки. Потом они ко мне придут и расскажу о них. Но в целом микрофоны отрабатывают плюс-минус как у всех. Однозначно хуже, чем микрофоны, собственно, вашего смартфона или микрофоны каких-нибудь. Общую картину вы слышите. Звучание, запас громкости хороший, само звучание неплохо сбалансировано. Разумеется, данная пара с уклоном в низкие частоты и однозначно подойдет для повседневного прослушивания современной музыки. Бас мощный, но ему, по мне, не хватает глубины. Высокие, выразительные и без лишнего акцента. Середина проработана неплохо, и в совокупности звук приятный и энергичный, но при этом ничего сверхъестественного нету. Просто хороший звук, хорошо настроили, и свою цену, в принципе, они отрабатывают. Из минусов: необычный дизайн ножек, команда для камеры заточена только под смартфоны от бренда. Наушники доставляют легкий дискомфорт при длительном прослушивании, но здесь все зависит конкретно от ваших ушей. Уши у всех разные. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там часто много всего полезного. Резюмирую: OnePlus Nord Buds 3 Pro — недорогие ТВС наушники с хорошим функционалом, качественными материалами и достойным временем автономной работы. Плюс за то, что из коробки они работают без каких-то проблем. Девайсу от меня однозначно да. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.